раздался взрыв, выбило дверь, выбило окно, нас завалило стеклом, попало по району частной постройки в Ришон-ле-Ционе. Мы в непонятной ситуации, нам предлагают альтернативное жилье, которое альтернативным жильем совсем не является. При этом у нас выбор без выбора. Если мы от него отказываемся, значит, мы выселяемся из гостиницы. Но это просто дома, которые готовятся под снос, в плесени, в грязи, с обваленным кафелем, с неработающими мамадами, в некоторых случаях без окон стеклянных. И это предлагают по сумме 2 900-3 900 в зависимости от площади. Если бы мне месяц назад сказали, что, ребят, вас будут выгонять, я бы никого не слушалась, я просто бы не ходила на все эти встречи, я бы ничего не решала, я просто ходила бы на работу, чтобы у меня было комфортное жилье, чтобы через месяц я могла что-то себе снять. А сейчас я в безвыходной ситуации, когда приходится в прямом смысле от государства попрошайничать, чтобы они дали мне деньги, чтобы я могла себе хоть что-то снять. Ну, опустошен. Я бомж. Внутреннее состояние бомжа. Я не знаю, куда идти, я не знаю, что делать, я не знаю, как мне спокойно работать, я не знаю, когда начнется следующая военная кампания, где я окажусь. Государство вам предоставит временное жилье. Это не мои проблемы. После этого, начиная со второго дня, он начал мучить нас сообщениями: вы должны вывести вещи сейчас, чтобы я мог начать делать ремонт. Всем привет, друзья! В этом видео вы узнаете одну из тех историй, о которых невозможно молчать, но за которыми стоят реальные люди, судьбы, боль и полное непонимание, что делать дальше. Я поговорил с семьей новых репатриантов, которая потеряла жилье из-за ракетного удара. Их дом, на аренду которого были вложены почти все сбережения, оказался в эпицентре разрушений. Последний месяц они жили во временной гостинице от государства, но буквально неделю назад их выселили на улицу, не предоставив адекватного варианта жилья. И теперь они вынуждены скитаться по друзьям в поисках нового комфортного места обитания. Это интервью не просто рассказ, это голос тех, кто пытается выстоять, несмотря ни на что. Друзья, смотрите это видео до конца, если хотите понять, что чувствуют те, кто остался без крыши над головой, и почему сегодня молчать нельзя. Если при просмотре видео у вас появится желание оказать этой семье какую-то финансовую поддержку, я добавлю их контакты в описании под видео для перевода денег через систему BIT. Привет, давай сначала познакомимся, расскажи пару слов о себе, кто ты, откуда. Я Диана Белевич. 3 года назад мы репатриировались в Израиль. Сами из Санкт-Петербурга. Приехали в Хайфу. У нас алия, то есть изначально оттуда. И полгода назад мы решили переехать в центр для того, чтобы объединиться несколькими семьями, снять дом и мочь решить свои разные финансовые проблемы за счет того, что это было нам дешевле, и чтобы мы могли в центре больше заработать. Можешь рассказать, что случилось в тот день и когда произошел ракетный удар? Это был второй, получается, день обстрелов. Мы даже первые обстрелы как-то в новинку, что-то такое большое в небе. Звездочки горят. Конечно, все равно прятались сразу же, старались. И в момент, когда мы еще не знали, что это случится, побежали вниз, уже было страшно, потому что бабахи сильные. Мы пошли в бомбоубежище, все как следовало, как командованию тыла. Нам сказали пойти вниз, мы пошли вниз. Закрылись, ждали чуда, что ничего не произойдет, как всегда, потому что ты ожидаешь, что все будет хорошо. И после череды перехватов у нас над головой, хлопок, 1, 2, 3, раздался взрыв, выбило дверь, выбило окно, нас завалило стеклом, но мы поняли, что прилетело очень близко от нас. Запах пороха, состояние сотрясения, ощущение первой секунды, что мы вообще живы. И поняли вследствие, что да, есть там некоторые ранения и так далее. То есть вот это все канитель из к себе вопросов, пытание просто решить все, что происходит вокруг, плюс соседи. Мы не единственные пострадавшие, у кого-то больше, у кого-то меньше, ты не знаешь, тебе нужна помощь или твоему ближнему, или соседу, и вот это... Просто ужас. Это какая-то защищенная комната в доме или это какое-то внешнее бомбоубежище? Это защищенная комната в доме. То есть изначально мы хотели, чтобы мы переехали в центр, и была склачена, скажем так, чтобы несколько семей, то есть я, муж, его брат, в дальнейшем его мама с бабушкой, чтобы жили в большом доме. То есть это нам бы было и дешевле, и комфортнее. Изначально, когда выбирали этот дом, в целом у меня был вопрос, потому что бомбоубежище для такого дома было очень маленькое, и в нем находилась кухня. А на кухне был газ.
То есть как бы уже странно. И хорошо, что это были газовые баллоны. И как бы с первого же дня я была супер против, чтобы мы эти газовые баллоны как-то заправляли. То есть мы пользовались до того момента как бы только электричеством. То есть были бы заполненные газовые баллоны, неизвестно, разговаривали бы мы здесь сейчас. Где именно находился ваш дом и насколько он был близок к эпицентру попадания ракеты? Дом находился, буквально в 50 шагах. 50 шагов по прямой от места попадания попало по району частной постройки в Ришон-ле-Ционе. Где конкретно упала, нас просто туда не пускали. Я не знаю, где конкретно она упала. Знаю, что 4 дома под снос, и они, естественно, были изначально снесены ракетой. А остальное просто поубирали 24 числа. Кто с вами жил в тот момент и все ли остались живы-здоровы? Живы остались все, физически здоровы остались все, хоть был раненый один товарищ. А нас жило в тот момент я с женой, мой брат и 2 друга, которые попросили фактически у нас перекантоваться некоторое время. Внизу в этом доме еще жили ребята, но как бы с ними не особо имели какого-то контакта, русскоговорящие ребята, 2 отдельные квартиры в доме. То есть дом один, но вниз сдавался отдельно, и были мы. Без защищенной комнаты, получается? Но, как я поняла, что у них ничего не было. Какие повреждения получил ваш дом? У нас снесло полностью крышу 3-го этажа, разрушило его, обрушило гипсокартон с потолка. У нас выбило абсолютно все стекла вместе с рамами. Прям куски стен повыдирало вместе с оконными рамами. Это основные повреждения, но эти повреждения уже были несовместимы с проживанием там дальнейшим до проведения ремонта. Первое, что я и муж заметили, это то, что у меня было ранение на ноге. Оно как бы затягивается, там как бы даже шов не накладывали, как на собаке немножко. Вследствие чего? Следствие, осколки какие-то пошли. Но вы же в бункере сидели. А у нас в бункере открылась дверь от взрывной волны. И когда вот эта дверь приоткрылась, у нас хорошо еще так получается, что когда вот она приоткрывается, там виден холодильник. То есть, в принципе, меня сильно спас холодильник, потому что если бы он там не стоял, все осколки бы пошли полностью ровно в меня. А дверь от бункера выбила, типа, или как? Она открылась. А вы ее закрывали? Как-то она была закрыта. Муж сказал, что, может быть, до конца мы защелку эту не закрыли. Но тоже, что такое до конца, когда дверь изначально поломанная? Что больше всего вас поразило в этот момент физически и эмоционально? Физически я скорее себя не ощущала, потому что первые мысли, что вообще мы там живы, нет, потому что вот это вот сотрясение, вот это все, оно было колоссальным. Потом уже стала ощущать, что здесь болит все. Первые потом уже сутки ощущалось, что все тело как будто в осколках. То есть были ли это осколки или это состояние после сильной взрывной волны, я не знаю. Но ощущение как бы вот сутки-двое оно держалось. И, ментально, наверное, мы сильно пострадали, потому что еще до сих пор это не можем переварить никто из нас. Расскажите, как вас заселили во временную гостиницу от государства? Кто этим занимался и как долго пришлось ждать? К счастью, это произошло быстро, это произошло практически сразу. Мы как только обратились буквально там через несколько часов, пока там разобрались, что вообще произошло, пока подразгребли мусор, пока собрали вещи, обратились, что нам негде ночевать. И нас вывезли в этот же день в гостиницу. Куда вы обращались? Социальная служба, люди ходили там в жилетках. Но у нас много людей было там на улице. По нашей улице прилетело, на нашей улице было много соцслужащих. То есть, в принципе, мы в этот же день, в ближайшее время, уже были заселены, то есть поэтому мы не успели. Сказали, что в эти же сутки были масс-рехуш, то есть можно было быстро все там посмотреть, оценить, но у нас уже на тот момент на том месте не было, потому что мы уже эвакуировались в отель. А по факту масс-рехуш это... Оценщики, да, то есть оказывается, что можно было в первые дни это все сделать, но когда нас заселили, вот эти вот сирены, это все не прекращалось, и после пережитого, честно сказать, не то, что там физически мы не могли, а ментально и вот как бы эмоционально. Я не могла из отеля выйти. Я постоянно бегала на -2 этаж. Там единственный был хороший бункер с вентиляцией, даже ручной вентиляцией, если вдруг электричество выключит. Это единственное место, где я могла себе найти покой. Потому что вот эти вот маленькие комнаты безопасности по этажам, мы видели, что с ними иногда происходит. А вот скажи, оценщики нужны были только для владельцев квартир? Нет, еще для тех, у кого есть имущество. Мы снимали пустой дом, и, соответственно, все, что было в доме, оно наше, оно пострадало. И пока нас не было, там был в первый же день собственник, какие-то инстанции или какие-то фонды или кто
кто убирает осколки, но вместе с осколками, в том числе, некоторое наше имущество тоже пошло просто в утиль, не спрашивая, как бы. Ну, как бы, в общем, все это были наши деньги, да, и наше время потраченное. Оно просто было выкинуто. Получается, что вы никакую компенсацию за это не получили. Нет, у нас все-таки, слава богу, не все выкинули. Все, что, видимо, некрасиво валялось после взрывной волны. Все, что осталось уже, все, что можно было показать оценщику, это случилось там, если не ошибаюсь, через 2,5 недели, я точно сейчас не вспомню. Вот, когда мы приехали, он оценил с помаркой на то, что, ну, это же можно отхимчистить. А чтобы вы понимали, ну, допустим, диван, который в основном на основной комнате в салоне стоял, ну, он полностью весь в стеклах, потому что с периметра как бы 4 стен, с 2 сторон были стекла, и они выбились прямо ровно вот туда. То есть как это вычищать, какая химчистка, о чем речь, я не очень поняла, но у нас не было ни возможности, ни сил как-то это оспаривать. И как нам сказали, что обязательно нужно торговаться, отстаивать свои права. Когда ты думаешь, как, чтобы не полетела кукуха, отстань прав, как бы немножечко это сложный момент. Поэтому на тот день ни у кого не было сил это делать. Поэтому нам оценили по минимуму вот то, что по умолчанию делается за 30 тысяч. На всю семью и на весь дом. А вот когда вы переехали в Рыховод, получается, там тоже что-то упало? Да, отель Гостиница? первый. Да, буквально мы приехали, немножко вздохнули. Конечно, сирены, конечно, там прятаться везде. Но суток не прошло, если не ошибаюсь, и бабахнуло так, что я еще не успела спуститься вниз. Мы оказались на 10-м этаже с братом мужа и нашли какую-то безопасную комнату, ну, насколько она там была безопасной. И вот этот бабах, и звук, как что-то крушится. Мы испугались, что это снова попадание в дом, но оно несколько дальше от нас было, то есть там 150-200 метров. Пострадал как бы первые этажи, какая-то электрика пострадала. Стекла, я как поняла, что не все, то есть где-то трещины были, что-то там такое случилось. Я за этим не следила, потому что у меня был простой маршрут. Успеть поесть, успеть чуть-чуть поспать и бегать вниз в безопасное помещение, в бомбоубежище. И уже такие вещи, как что-то там покрушено. Ну, у меня есть видеозаписи для себя, как бы, чтобы это не забыть, зафиксировала. Но я, честно сказать, не особо уже смотрела, что где, потому что мне казалось, что это не прекратится уже, ну, что это какая-то данность. Какие условия проживания в гостинице? Гостиничный номер, питание 3 раза в день. Там сразу же у нас были все нужные службы от В Рыховоте или здесь? Реховати. Ну, здесь уже как бы поменьше, но тоже как бы есть человек, который может помогать. Но в Реховати там сразу, видимо, из-за того, что как бы вот эпицентр такого, что именно недавно это случилось, были и психологи, были и социальные службы в большом количестве, и я как понимаю, что представители от больничных касс и от, в том числе, вот, возможно, от Масрихуша, потому что много разных вопросов решалось, там много разных было, типа как маленьких конференц-залов, и они постоянно кого-то приглашали, постоянно, то есть такая задача была у людей, ну, в том числе у нас, прийти, поговорить, нам еще и перевести, что-то заполнить, очередную анкету словесную или там печатную, или что-то еще. Постоянно анкетирование, одни и те же вопросы, все как бы. И как это помогло? Что касается психологической помощи, я абсолютно благодарна, потому что они помогли мне от Битохлюми получить вот эти 16 сессий от психолога. Многие люди еще получили помощь от психиатра, и там у кого были ранения, в том числе другие какие-то специалисты были, то есть записи были быстрые. Не нужно было что-то там супер как-то ожидать. Социальные службы тоже были. Но нужно понимать, что это те люди, которые напрямую с нами говорят, они не решающие лица, а те, которые передают тем, кто будет решать наши какие-то вопросы и задачи, и всячески нам помогали и помогают в решении вопросов. Но, к сожалению, тех, кто стоит выше, не всегда на стороне тех, кто пострадал.
Ну, или, по крайней мере, не в той мере, которая, наверное, ожидается. Что ты имеешь в виду? Ну, в первые дни нам говорили о том, что вы занимаетесь, пожалуйста, юридическими вопросами, ментальным здоровьем, разное там прохождение, в том числе анкет, это действительно как работа, ну, с утра вот до вечера, и плюс еще как-то там себя пройти после этого. Нас переселили вот уже когда во вторую гостиницу, нам действительно сказали, что, скорее всего, вы здесь не до 1 августа. Но какое-то разумное время вам дадут, чтобы вы успели заработать и уже все-таки переселиться, потому что, ну, мы сразу рассказывали им про свой кейс, что мы все свои деньги отдавали на то, чтобы у нас была адекватная аренда. И сейчас из-за того, что как бы все приостановилось, у нас банально просто не на что и некуда возвращаться, потому что мы до последнего ожидали, что мы вернемся в этот дом и будем помогать ремонтировать его. Вот, но так не случилось. И как бы с 9 числа у меня лично качели, потому что Масрихуш считает, что нам достаточно побывать в гостинице, что нам нужно съехать. Я ровно такого же мнения, но когда нас ругают за то, что мы там не отвечаем кому-то вовремя, еще что-то, а когда работать? Мой работодатель, по крайней мере, считает, что пока я не решу все свои вопросы и не смогу быть на работе без отвлекания на, там, банально на телефон, то я могу не возвращаться. То есть формулировка прямая. Если не секрет, кем ты работаешь? Работа простая, я мастер маникюра. Ну, просто когда я на телефоне и работаю с клиентом, и салон достаточно хорошего класса, то как бы это не входит в рамки сервиса. Вот. И в целом такого же мнения, что если ты на работе, ты работаешь. Как бы. Если там задачи свои решаешь, значит, задачи свои решай, а потом уже все остальное. Вот. И получается так, что мы в непонятной ситуации, нам предлагают альтернативное жилье, которое альтернативным жильем совсем не является. При этом у нас выбор без выбора. Если мы от него отказываемся, значит, мы выселяемся из гостиницы. А вы вообще были в этом месте? Конечно, все говорят о том, что это не новость, что есть социальное жилье, как бы это не шик и не блеск, но никто и не рассчитывал на лакшери или на что-то там суперкомфорт. Просто я говорю про наличие мамада или миклата в доме, отсутствие плесени и работающие кондиционеры, непонятное там доисторическое что-то. Я уже не говорю там про тараканов, и контингент и так далее, там много нюансов. Прикольно. Стены, говорят, да, только покрасить. Чисто покрасить стены. Вау. איזה ארבע? לא מדבר עברית. כמה אנשים? 4. שלושה חדרים, לא שתיים. אתם 4 אנשים? 17. Спускаемся в Мамат. Ну, точнее, это не Мамат, не Миклад, нифига. Я думал, что здесь какой-то есть Миклад, но это абсолютно деревянная дверь. Это дерево. Это просто кусок дерева. Так вот здесь все выглядит. И вот такой здесь видочек. Я не знаю, живет ли здесь кто-то. Но это просто дома, которые готовятся под снос, в плесени, в грязи, с обваленным кафелем, с неработающими мамадами, в некоторых случаях без окон стеклянных. И это предлагают по сумме 2 900-3 900 в зависимости от площади. Прямо невменяемо, на самом деле. При том, что на Фейсбуке, на Ядштайм сайт, за те же деньги есть радикально более комфортные предложения, нормальные квартиры, адекватные. Не роскошные хоромы, нам не нужны роскошные, но хотя бы минимальная санитария, она требуется. И изначально нам говорили, что жилье обязательно будет с мамадом, вы не переживайте, даже если вдруг вы не сами найдете, это будет социальное, что мы понимаем, что вы пережили, все будет хорошо. Это хорошо очень быстро улетучилось ровно 9 числа, когда у нас была встреча с Масрихушем, что они мне сказали, что, дорогая, не плачь, мы вам дадим 12 тысяч на 3 месяца по 4 тысячи ваучерами. 100 на 4 тысячи можно снять. Семье, которая я, муж, брат и еще человек. 4 человека, ну как бы. В Ришине нет. Это уже как бы мы смирились, что, скорее всего, мы будем жить, видимо, не в Ришине, потому что сейчас быстро что-то решить, тоже с официальной работой. Сколько по времени, получается, прошло с момента заселения в гостиницу и до момента, когда вам сказали
выезжать на улицу? Случилось 14 числа, а 9 июля, получается, вот у нас встреча с Масрихушем официально. И они сказали, что раз у вас контракт как бы до декабря, но собственник от вас отказался, и вы не можете и не хотите как бы ему платить, то продлевать мы вам ничего не будем. Потому что там то ли закон, то ли предписание, я в этом не разбираюсь. Но сказали, из-за этого мы не можем никаких опций вам вообще предложить. То есть максимум это, что государство, получается, сейчас полностью не финансирует таких пострадавших, как мы, ну, с их слов, а помогают только муниципалитеты. Получается, с завтрашнего дня вы как бы живете на улице. Но я могу сказать, что еще с 9 числа так было. Потом нам, скрипя сердцем, сказали, окей, до 10, что до пятницы. Есть такая организация Яцецхак. Вот они нам очень сильно сейчас помогают, вплоть до того, что позвонить администрации, пообщаться за предмет, как бы, а что случилось вообще, как так случилось. И вот благодаря тому, что они нам помогли, мы остаемся до воскресенья, даем решено. И за эти несколько дней в шаббат мы должны были найти квартиру по этому бюджету. В шаббат. Как бы найти-то я, может быть, потенциально нашла, с учетом того, что если мы где-то еще денег найдем, мы просто добавим со своего кошелька. А вот договориться, как понимаете, это немножко сложно в выходные дни. Поэтому в воскресенье мы снова официально бездомные. А как это вообще устроено? Государство тебе дает временное жилье на 1 месяц или как? Тем, кого разрушили дома, дают до восстановления дома. И то там под вопросом. Я знаю одну семью, у которых наполовину разбит дом. Они там, условно, в 100 метрах были, в 70. И им дали время до конца месяца починить дом за свой счет. Им Масрихуш еще не выплатил. После этого их выселяют. Расскажите подробнее, как развивались отношения с собственником жилья после трагедии? Ну как, через пару часов мы ему дозвонились, сказали, что дома мало чего осталось, то есть это нужно ремонтировать. Вау, что, реально все? Я говорю, да, и вправду все. Что нам негде ночевать. Он такой, о, это вообще не мои проблемы, обращайтесь к государству. Государство вам предоставит временное жилье. Это не мои проблемы. После этого, начиная со 2-го дня, он начал мучить нас сообщениями, вы должны вывести вещи сейчас, чтобы я мог начать делать ремонт. Все. Вот мои отношения с ним. Этот дом под снос или не под снос? Нет, дом не под снос. Дом под ремонт, но тоже ремонт будет за государственный счет. И насколько я понимаю, он не просто так расторг с нами контракт, он хочет сделать ремонт лучше качеством и сдать дороже. Вот вся его стратегия. Что именно говорит собственник и какие действия предпринимает? Какие действия? Нас запугивает сообщениями. В первые дни он туда пришел со своими детьми-сыновьями, начал убирать стекла, при этом навел бардак среди наших вещей. Просто там у меня, к примеру, в мастерской, где занимался пайкой, электроникой, мелкими деталями, там 3D-печать, он вместе со стеклами со стола просто вещи сгреб на пол, ну, чуть ли не скинул. И потом все это вместе с совочком закинул в коробку, ну, в формате «Даня, собирай». Все перемешав со стеклом, просто вульгарно. И как вы реагируете на его заявления, угрозы? Теперь уже никак, теперь мы уже взаимодействуем с юристом, потому что он точно так же наверняка работает с юристом, и любые выпады в его сторону могут нам чего-то стоить. А вот он предлагал какую-то помощь, решение вопроса, может быть? Никакого решения не предлагал. Он 30 числа мне прислал письмо о том, что жестом доброй воли, если ты до 1 числа заберешь все вещи оттуда и освободишь помещение, я верну тебе 10 тысяч шекелей, оплаченные за этот месяц. Мы оплатили 10 числа, с 13 на 14 нам прилетело. Мы 3 дня успели спокойно пожить. Жестом доброй воли. Я ему написал, я не успею за одну ночь, ты мне присылаешь 30-го в 6 часов дня сообщение, что до 1 числа мне вывести вещи. Что я там успею? Сколько ты будешь из этого вычитать с каждым днем, когда мы будем вывозить вещи? Он говорит, ты шутишь? С каждым новым днем я тебе еще выставлю счет за твою просрочку. Расскажите, пробовали ли вы обращаться за юридической помощью? Нам дали возможность обратиться к юристу по другим вопросам, потому что у нас есть проблема со счетом, чтобы мы могли получать государственные деньги, потому что мы до сих пор ничего не получили. Скажи, пожалуйста, поподробнее про этот момент, что значит закрытый счет и как вы вообще к этому пришли?
История, как говорится, долгая. Мы, как репатрианты, которые в себе поверили, я открыла маникюрную студию. Муж готовился к глобальному стартапу, очень много делал вложений на то, чтобы выйти потом в хороший бюджет, в хорошую, точнее, прибыль. Но это у него было все в зачатке. У него это все в долгую. То есть ему нужно было сначала почву подготовить для того, чтобы сказать, вот, ребята, вот есть такое дело, можно вложиться и там дальше уже это делать масштабно. А у меня все просто. Я занимаюсь маникюром. Поэтому мы открыли студию в одном помещении, то есть в одном кабинете было как бы разделение: одна комната и вторая комната. И если у меня дело более-менее шло, то у него это все как бы уж уходило в минус, потому что вложение, 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 вложение. И когда уже мы поняли, что нам это помещение тяжеловато и по деньгам, и у нас уже появляются некоторые другие финансовые трудности. И когда случилось 7 октября, когда у меня просто отменились все. И у меня был офис в таком районе, что вечером было спокойно увидеть какую-то перестрелку. Ну, не то чтобы это прям хорошо, но зато это было местоположение удобное по общественному транспорту. Мне было удобно, у меня нет автомобиля. И многим клиентам было это удобно. После 7 числа, из-за того, что мы все-таки в Хайфе, смешанное население, у всех жутчайший страх, и просто перестали записываться. И как бы и арендная плата, и еще как бы надо себя кормить, квартиру оплачивать, кроме всего остального. И это все пошло еще большим снежным комом, и у нас появились большие долги. Пытались как-то исправить это, и такая работа, и сякая работа, но когда ты получаешь минимум, то как бы дела особо не двигаются, особенно когда банки не идут навстречу. Ты приходишь, и тебя оценочным мнением, что типа, ну, куда вы смотрели, что вы тут понабрали, берите у родителей деньги в долг. Если бы мои родители здесь жили, наверное, они бы мне помогли. Ну, мы приехали оттуда, где все может быть у них нормально, но это не означает, что они по умолчанию будут закрывать все мои долги, все мои проблемы. И к чему все пришло? Пришло к тому, что они отдали это все в Ацаляполь, а Ацаляполь, соответственно, уже как бы у меня, что надо бы решать вопросы. Если вот долги заходят в Ацаляполь, это такая как бы инстанция, ну, как бы вроде как это считается не налоговая, а отдел взыскания, наверное, вот так это, наверное, будет правильнее сказать. И когда туда долги уже уходят, то тебе закрывают счет. То есть все, ты не можешь получать чеки, у тебя нет кредитки, круговая кредитная история с каждым днем ухудшается. И если даже ты закрываешь какие-то маленькие суммы, то это не помогает вопросу, потому что ты не закрываешь основное тело долга. И вот эта длительная история превратилась в то, что я уже пошла в уборки, решала вопросы с Ацаляполь, в том числе через человека, на которого работала, как я думала. Деньги должны были заходить через его счет, но потом оказалось, что, видимо, он меня полностью как бы обманывал по деньгам, потому что на тот момент, когда я работала, я думала, что у меня закрыт Битуах Леуми, мой долг на тот момент уже сильно скопившийся, и как бы проблемы начинались решаться с Ацаляполь. В итоге в одночасье из-за того, что я заболела на неделю очень сильно, человек сказал, что я больше не работаю, никаких документов, подтверждающих, что я на него работала, я не получила. Деньги обратно я тоже не получила. То есть, как бы, наверное, это стандартная история, когда репатриант такой думает, ну вот, я сейчас быстренько подзаработаю на частника работы, да, там 101 тофис да ерунда, когда-нибудь да я его получу, зато вот денежка, там не 35 шекелей в час на заводе, да, там 60 или там сколько. А в итоге ты остаешься с носом. И поэтому у вас закрытый счет? В том числе, да. То есть это как бы разное. Я рассказала всего лишь одну историю, что случалось за этот период, почему вопросы в итоге не решались. Поэтому в итоге мы уже отчаявшись, поняли, что нужно дальше двигаться. Контракт у нас на квартиру заканчивался, и мы поняли, что нужно двигаться в центр, потому что муж часто ездил на подработки в центр. И здесь действительно банально больше работы, и да, здесь может быть жилье дороже, но такое ощущение, что как будто это окупается, особенно когда живешь в некоторой складчине. То есть почему мы искали дом? Чтобы мы друг друга не загрызли в квартире.
потому что я, муж, его брат, вот других коллега. Все очень разные люди. У меня еще собака, теперь кошка, попугай. То есть, ну, это такое. Сейчас мы, конечно, рассматриваем квартиру, нам деваться некуда. А тогда как бы мы нашли свой такой вот островочек безопасности, были очень рады, что мы могли платить это просто как бы переводом на счет. У нас не было чеков, мы не могли ему ничего предоставить. И все было в порядке до момента этого события. И с тех пор как бы он то игнорирует, то пишет, то игнорирует. Нам сказали уже с ним просто не вести дела, что будут другие люди помогать нам в этом вопросе. Видимо, полностью закрытие договора, если я правильно поняла их. Как вы себя чувствуете спустя месяц после трагедии, психологически и морально? Ну, опустошен. Я бомж. Внутреннее состояние бомжа. Я не знаю, куда идти, я не знаю, что делать. Я не знаю, как мне спокойно работать. Я не знаю, когда начнется следующая военная кампания, где я окажусь. Потому что, ну, если я в этот момент буду в какой-то квартире без, ну, бомбоубежища или без рядом хотя бы общественного, ну, это там, ну, у жены сразу же паничка. То есть вот эти наспех собирающиеся вещи, я от этого устал. Морально пока в голове бардак, потому что я не могу сказать, что ежесекундно, но постоянное ощущение вот этого вот того события, вот это вот, не знаю, как-то неистового страха. То есть ты ожидаешь, что опять какая-то начнется ерунда, из-за которой твоя жизнь сильно поменяется, потому что всегда я встречала, по крайней мере, людей, и сама такой являюсь, что как бы, ну, нормально, пронесет, все будет хорошо. А потом такой, ау, так бывает. Есть ли у вас какая-то поддержка со стороны близких людей или некоммерческих организаций? Безусловно, близкие, ну, как бы словами, как минимум, точно помогают. Все переживают. Каждый по-своему, но как бы они проявляют таким образом свою заботу. Друзья тоже стараются не забывать. Даже здесь, которые появились друзья, тоже имеют какое-то к нам и сочувствие, и помощь. Есть организации государственные и негосударственные. Тут, как я говорила, что Едецхак. Если говорить про соцсети, там, не знаю, все основные, как это, тыквенная Али, то есть очень много разных лиц, которые администраторами в разных сообществах в Фейсбуке помогают, как бы стараются выставить, не знаю, банально даже постом побыстрее, пораньше. Стараются как-то найти пути, как можно донести разную информацию до государственных служб и отдельных лиц. Ну, то есть вот так. 9 канал, то, что нам тоже помогало. Вот расскажи про соцсети, 9 канал, как это вообще помогло? Да, как раз, если не ошибаюсь, это с группы «Петербургская Алия». Мне кажется, там они нам ответили, что вот как бы напишите, позвоните. Я написала, сказали, что нужно, ну, какой материал, то есть если у меня есть, а я человек, любящий как бы, ну, не каждый шаг свой, конечно, запечатлять, но какие-то весомые вещи, как минимум для памяти, для себя, как бы, чтобы не исказить со временем свои воспоминания. Я это все запечатляла. Потом уже не сказать, что будет как онлайн-интервью, то есть когда через Zoom там общение, и это на канале, не на канале, а на прямой трансляции показывается. Это уже было? Это уже было, да. Ну, уже было даже 2 раза, то муж потом 2-й раз общался. Ну, предмет уже отелей, вот этой всей ситуации, неразберихи. И как это повлияло? Что было после этого? Это прям очень сильно помогло, потому что люди мне сказали, что можно оставить свой номер телефона, и люди мне прямо звонили. Абсолютно разные люди. Кто-то словом, кто-то советом, кто-то рассказывал про свои проблемы, что вот так вот случилось, тогда-то случилось. И вот такие контакты, куда стоит написать, куда позвонить. То есть моя телефонная книжка точно пополнилась с друзьями, знакомыми, еще и какими-то полезными контактами. Это 100%. И даже были какие-то денежные небольшие приятные перечисления на бит. То есть даже, ну, честно сказать, когда ты диктуешь номер, ты в первую очередь, ну, как, не знаю, своей колокольни, что будут как-то советы, но даже случилось, что и финансово нам немножко помогли, и это было безмерно приятно, потому что
когда ты едешь с 2 чемоданчиками, и тебе просто банально ничего нет, потому что ты последние деньги отдал за дом, который у тебя больше не существует. И нам дают, да, ваучеры на питание, но опять же таки нужно понимать, что да, это через муниципалитет, но это финансы частных инвесторов. Как бы от людей мы получили конкретную, да, в том числе финансовую помощь, не прося даже об этом. Так что им большое спасибо. Какие у вас сейчас главные потребности? Ну, мне, как женщине, наверное, очень важен свой дом, потому что отельный вайб вообще не мое. Вот эти вот постирочные на 0-м этаже, это... Слава богу, что у нас, да, до воскресенья есть где жить, супер. Но хочется просто банально уюта какого-то. Вернуться в Ульпан, вернуться на работу, как будто ничего не происходило, если это возможно. Вот, я не знаю, как бы такое... Расскажи, что вы будете делать в воскресенье. Пока неизвестно. Ну, честно, я не знаю, как ответить, потому что я не знаю, что нам делать. Сказали же вот прямым текстом, что это последняя дата, никаких продлеваний. Конечно, нам скинули какую-то анкету, конечно, я ее заполнила, что типа прошение там до 1 августа. Но если масс-рехуш, если администрация решена, говорит, что все, точно нет, ну, как бы они нам продлят на 2 дня, и снова нам потом вот так вот это все трепетно. У меня больше сил нет, не знаю, если муж будет бороться, я готова в палатке жить. Ну, желательно напротив администрации или масс-рехуша, потому что это невозможно. Что вы могли сказать людям, которые находятся в похожей ситуации? Держитесь и не забывайте об этом громко говорить. Единственное, что работает в Израиле. Давайте собираться вместе, обсуждать, как, кто, где может чем-то помочь. Может, мы друг другу можем помочь. Может быть, есть организации, о которых вы не знаете. Может быть, есть организации, которые мы не знаем. Может быть, есть какие-то контакты. Потому что Израиль весь переплетен социальными связями. Нет связи, нет ничего. Объединяться, только это. Если бы у вас была возможность обратиться к властям, что бы вы им сказали? Готовьтесь к таким кампаниям с учетом не только жертв, которые погибнут во время войны, но которые пострадают морально и физически. Готовьтесь, потому что с каждой такой кампанией таких людей будет становиться больше и больше. После 7 октября не все оправились, и спустя уже 2 года эти люди уже начинают тоже бушевать. Потому что их без спросу начинают насильственно возвращать в те дома, которые еще не достроены, не готовы. У меня был схерут, у меня была аренда. Я потерял договор аренды и 90% вещей, которые я перевез в дом. А некоторые люди потеряли физические дома. Я понимаю, что пройдет год, и их тоже начнут выгонять из гостиниц и требовать куда-то перебраться и как-то нормализовать свою жизнь. А когда до этого ты нормально устраивал свою жизнь 10 лет, а потом тебя за год пытаются упаковать в какие-то новые условия, это больно. Человечность победит. Потому что иногда обращаешься с огромной, толстенной стеной бюрократии. И даже люди, которые с нами сотрудничают, они очень хотят помочь. Но у них нет столько ресурсов. Они не знают, куда обращаться. Они не знают, с кем общаться и не понимают, как это устроено. То есть даже люди, которые работают в этих сферах, они зачастую говорят, что мы не знаем, как это устроено. Вот. Сначала была стадия такая, что ты просто хочешь рыдать, слезы, сопли, вот это вот просто хорошо хоть не на полу валяться, но состояние истерии какой-то безнадёги. А все перерастает в какую-то жесткую злость. И с одной стороны, да, это, конечно, крик о своей же беспомощности, потому что как бы много можно сказать про нас и других, что как бы, каждый творец своей жизни, я понимаю, с одной стороны. Но злость за то, что происходит с нами, за то, что ты не можешь ничего решить, и даже те люди, которые хотят помочь и в целом могли бы при каких-то обстоятельствах помочь, действительно не могут помочь на данный момент. И это очень грустно, это очень обидно, потому что, ладно, мы молодые, у нас, да, есть животные, есть там разные ответственности, но в такой же ситуации люди, которые с детьми, у них просто безвыходная ситуация, просто быть на улице. За вот это берет жутчайшая злость, и
Как меня брала злость, наверное, в те дни, когда еще были активные обстрелы, когда я задавалась вопросом, ну, понятно, что это просто как бы, что люди, пережившие Холокост, от иранской ракеты. Это вот прожить такую долгую жизнь, и, ну, и так умереть. Это, то есть это какая-то безнадега, как так случилось. Понятно, что так бывает, но это ужас какой-то. У меня в голове какой-то коллапс. Это злость на государство? Ну, я не могу сказать, что злость на государство, потому что злость на государство – это обширное понятие. А они все-таки нас защищают. И все, что они делали для того, чтобы не было последующих последствий. У меня скорее негодование, почему за столько лет, если страна постоянно в военном таком напряжении, до сих пор не урегулирован вопрос с людьми, которые страдают от прямых или косвенных попаданий. Почему нету какого-то четкого алгоритма, как это работает? Потому что каждый раз это все меняется. Люди, которые проблема была там с Ливаном еще, да, на севере жили. Я работала в отеле, я видела, как они много-много месяцев там проживали, никто что-то их не гнал. И слава богу, что их никто не гнал, никому такое не советую. Если бы мне месяц назад сказали, что, ребят, вас будут выгонять, я бы никого не слушалась, я просто бы не ходила на все эти встречи, я бы ничего не решала, я просто ходила бы на работу, чтобы у меня было комфортное жилье, чтобы через месяц я могла что-то себе снять. А сейчас я в безвыходной ситуации, когда мне приходится в прямом смысле от государства попрошайничать, чтобы они дали мне деньги, чтобы я могла себе хоть что-то снять с моей семьей и с другими людьми. Видишь ли ты вообще какие-то для себя перспективы в жизни в Израиле? 100%. Нас только приехало, мы не хотим больше молчать, мы умеем говорить, мы готовы сотрудничать, мы готовы что-то менять. В нас много энергии. Просто то, что случилось сейчас, как бы подбило, да, но мне кажется, что в связи с тем, что нас немало, мы можем повлиять на, в том числе, будущее нашей страны именно в этом вопросе. Под моими видео часто пишут, типа, чемодан, вокзал, если что-то не нравится, уезжай. У тебя нет такого желания, может быть, вернуться обратно? Никогда. Я, когда там жила, я знала, что я буду жить в теплой стране, потому что там мне климат совсем не подходит. Я знала, что это будет страна, где будет другой язык. Это просто как бы для меня такой прикол. И из того, что израильские корни, как бы я никогда себе не отказывала в том, что я когда-то сюда приеду. А с учетом того, что мы с мужем решили, что все-таки это будет Израиль, мы приехали, и несмотря на трудности, мы будем добиваться комфортной жизни здесь. Как бы они не хотели, чтобы мы поменяли свое мнение. Во всем мире глобально идут большие проблемы и большие изменения. Терпимость уже сильно уходит на второй план, и в том числе терпимость к еврейскому населению. То есть, в принципе, из-за антисемитизма большая часть мира может быть недоступна комфортно. Просто я не смогу заявлять нигде, что я еврей или там гражданин Израиля до этого, потому что это может сыграть плохую роль. Ровно как я в большинстве стран не могу сейчас заявлять, что я там гражданин России или русский, что тоже может привести к ряду конфликтов. И все вот эти факторы, честно, дают понять, что в данный момент Израиль единственная адекватно доступная мне для проживания страна. Во всех остальных я могу столкнуться с конфликтами. Это Израиль, детка. Ага, тут жизнь не конфетка. Это Израиль, детка. Ага, тут жизнь не конфетка.